Всем привет, ребят! Вы на канале Олеся Лойс, и в этом видео вы получите подробную инструкцию, как приготовить медовое желе в бутылках, как сделать желе в бутылках из сахарного сиропа, или по-другому его называют инвертный сироп. Как сделать этот самый сироп, самая простая и быстрая инструкция. Также мы сделаем микс из сиропа и меда и добавим туда юппи. Прежде всего, я вам сейчас покажу, как приготовить инвертный или сахарный или карамельный сироп. Это очень просто и быстро. Ну что, поехали? Чтобы сварить инвертный сироп, нам нужно 140 мл воды. Вот у меня на весах тут есть. Вот так вот это выглядит. Это примерно стакан без 2 сантиметров. Это для тех, у кого нет весов. Наливаем в кастрюльку. И туда мы засыпаем 350 грамм сахара. В чашке у нас 250 грамм сахара. То есть я высыпаю 250. Мне нужно еще 100. Так, и примерно вот столько. Да, у нас тут получилось вот так вот еще. Вот так вот. Помешиваем, чтобы наш сахар растворился в воде. Мешаем до полного растворения. Никуда не отходим, просто стоим и ждем. Сахар потихонечку растворяется. Ждем, пока он полностью растворится, не будет ни одной сахаринки. Когда сахар растворится, убавляем наш огонь. Я поставлю на 4. Все, сахара вообще нет. Мы берем лимонную кислоту и чайную ложку. И примерно 1/3 чайной ложки лимонной кислоты нам надо положить. Это примерно вот столько. Снова это все перемешиваем. Ставим на минимальный огонь, я поставлю на 2. И закрываю это крышкой. И засекаем 15 минут. На минимальном огне 15 минут под крышкой сироп будет готовиться. 15 минут прошло. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем обычную пищевую соду, знаете, в таких смешных банках, чайную ложку. Нам нужно 1,5 грамм соды или 1/4 чайной ложки. И отправляем это туда. Пошли пузырьки небольшие, это нормально. По-хорошему все перемешиваем. И снова ставим таймер на 15 минут, засекаем. Также маленький огонь, у меня это 2. Закрываем крышкой и ждем 15 минут. Сиропчик наш готов. Теперь осталось его остудить. Так, поставлю его на холодную плитку, пусть он стоит и остывает. После этого я перелью его в чистую банку от фасоли. Вот, я ее помыла, высушила. Закрою крышкой после того, как он полностью остынет, или хотя бы будет, такой тепленький, да, чуть теплый. Перелью в банку и могу хранить его в холодильнике до 1 месяца. То есть использовать этот сироп нужно будет до 1 месяца. А сейчас, когда все у меня остынет, мы будем из него готовить наше желе. Чтобы приготовить желе из меда, нам понадобится пустая бутылочка. Я взяла вот такую маленькую, здесь объем 0,23. Можете взять абсолютно любую, хоть полторашку, просто когда поставить ее в морозилку, переверните, чтобы мед у вас стек сюда. У меня такая бутылка. Дальше мы берем мед. У меня это жидкий мед, я взяла такое большое ведро, моя цена. Вот, жидкий мед. Густой мед не подойдет, подойдет любой жидкий мед. Объясняю просто потому, что было слишком много комментариев. Нужна воронка, чтобы залить мед в бутылку. Открываем мед и заливаем. Сколько меда заливать в бутылку, решать только вам. Можете хоть столько залить, да, видите, сколько сейчас тут есть. Можете полностью всю бутылку залить. Сколько хотите есть медового желе, столько и заливайте. Все, залили наш мед, столько нам хватит. Закрываем крышкой. Переворачиваем мы ее для того, чтобы нам потом было удобнее выдавливать этот медовый слайм. И ставим бутылку в такой вот позе в морозильную камеру на 4 часа и дольше. Можно оставлять ее на ночь, можно оставлять ее на несколько дней в морозилке. Ничего с ним не будет, он не застынет в камень, в лед, он всегда останется жиденьким, как слайм. Только если вы его достанете, он потом растает при комнатной температуре до такого же меда, как и сейчас.
Следующий рецепт. Мы снова берем нашу бутылку и берем наш инвертный сироп. Я его слила в банку, да? И сейчас мы зальем в бутылку инвертный сироп. И заливаем. Видите, инвертный сироп получается как мед, такой же жидкий. Можете опять же налить столько, налить целую бутылку, сколько угодно. Мы это закрываем, да, ну я вам сейчас продемонстрирую, да, на другой бутылке, где у меня уже есть сироп. Вот. Я налила сюда вот этот инвертный сироп и запихала его в морозилку. Все, вот так переворачиваем. Просто сироп, без всего. Карамель должна лежать в морозилке не 4 часа, а больше, лучше от 6 и больше. То, что она будет лежать дольше, ничего страшного. А в следующей бутылке, третьей, да, то есть тут я просто вам показала, как пример делать. Тут мы будем смешивать инвертный сироп, снова заливаем его сюда и наливаем туда же мед. Это будет у нас смесь инвертный сироп плюс мед. Эта бутылочка с инвертным сиропом и медом получается слишком скучная, как и те, в принципе. Поэтому я хочу немножечко ее покрасить. Давайте сделаем в ней синенький цвет. Это вам делать не обязательно, это я делаю только исключительно для видео, чтобы было красиво. Одну капельку хопаса, пищевого красителя и одну капельку пищевых блесток. Оу. Теперь мне надо что-то взять, чтобы это все перемешать. Так, я не знаю, получится ли это сделать таким пластиковым ножиком. Ну, попробуем. Ну что, я его очень долго крутила, вертела, трясла и все перемешала. Все отлично. Мы снова переворачиваем его и убираем наш медово-инвентарный слайм в морозилку. И этот слайм должен лежать в морозилке не меньше 6 часов. То есть 6 часов лучше на ночь и лучше вообще пару дней, чтобы он вообще по-хорошему так застыл. Так, это получается у нас 4-я бутылка. И в ней я смешаю опять же инвертный сироп, мед. И туда я хочу добавить еще юпи. Не знаю, какой выбрать вкус. Сейчас мы его размешаем с водичкой. Давайте выберем, я хочу, чтобы он был красный. Давайте выберем вишню, вишневый. Сюда я добавлю пищевой краситель. И сюда я добавлю посыпку кондитерскую. Так, я только не знаю, сколько лет этому юпи. Я набрала в стакан теплой воды, даже горячей, подогрела в микроволновке. И опускаю туда кусок нашего юпи. Раньше он был порошком, сейчас он стал куском. Так, и надо чем-то это перемешать. Так, и перемешиваю. Добавлю туда еще капельку красного красителя для цвета. Опс. И в бутылку я насыплю посыпку. Так. Красота. Наливаю туда сироп. Точнее, наливаю туда юпи. И налью оставшийся инвертный сироп. Так, давайте я немножечко перемешаю это, да, чтобы потом им было легче. И теперь я заливаю до конца медом. Так, думаю, уже хватит. Так, закрываю бутылку. И мне ее надо хорошо перемешать. Надо делать вот такие вот движения. И снова переворачиваем и убираем это в морозилку на 6 часов, даже больше. Лучше на ночь, лучше на 2 ночи. В общем, я скажу вам, да, насколько точно убирать все это надо в морозилку. Мед, инвертный сироп, мед плюс синий краситель, почему-то кажется зеленым, и блестки. Тут у нас вишневый юпи, инвертный сироп, мед, кондитерская просыпка и красный краситель. Закрываем. Как вы видели, все было очень просто, очень быстро, не считая, естественно, самого застывания меда или сиропа. И давайте будем пробовать. Начнем мы с первого, с меда. Вот так вот он застыл. Очень твердая баночка, но я думаю, что я смогу все выдавить. Открываем крышку. Блин, как же мне это нравится. Ну что, начнем? Давайте.
О, давайте, давайте. Насколько высоко я смогу его, интересно, выдавить? Он только из морозилки, поэтому выдавливается он просто потрясающе. Вот так, это, наверное, максимум. Дальше он уже будет падать. Пробуем. Как вы помните, это мед «Моя цена» из Магнита. Я его тупо решила для пробы взять. Он неплохой. Ой, очень сладко. Невероятно сладко. Если вы любите очень сладкий мед, то можете взять мед из Магнита «Моя цена». Огромное ведро стоило всего 200 рублей. Неплохо, да? Этой баночке я ставлю 10 пчелок из 10. Отличный мед. Вкусный мед, но очень сладкий мед. Дальше мы попробуем карамель в бутылке. Это сахарный сироп или инвертный сироп, как называю его я. Это специально для тех, у кого аллергия на мед. Если у тебя аллергия на мед, пиши об этом в комментарии. Сколько человек, у кого аллергия на мед? На вид он абсолютно такой же, как и мед. Посмотрим, будет ли он легче выдавливаться. Так, давайте. Выглядит неплохо, да? Ого. 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 Из-за этого же, кстати, инвертного сиропа делали леденцы на палочке, да, всякие такие конфетки. И мне позвонил телефон, и все пошло по одному месту. Давайте еще раз. Так, еще раз. Выдавливаем, давим. Ого-го. Мне, правда, это нравится больше, чем мед. Ну, по крайней мере, больше, чем мед «Моя цена». Потому что это не так сладко. Но очень вкусно. Видите, оно очень быстро тает и уже по стенкам ползет вниз. Давайте тогда попробуем смесь меда и сиропчика. Посмотрите, шарики все от того, что этот юпи был горячий, потеряли свой цвет, он растворил их цвет, стали беленькие, и вот они тут. Думаю, когда я открою, они будут все сверху, да? Да! Ну, я уверена, сейчас будет очень красиво. Давайте. Оу, черт. У меня все это лежало больше 2 суток в холодильнике. И не застыло. Но по вкусу очень вкусно. Вишневый вкус. Шарики очень прикольно хрустят. Блин, мне так жалко. Очень жалко, что оно не застыло. Давайте попробуем. Олеся недовольна. Что за фигня? Куда уж дольше 2 суток держать его в холодильнике, в морозилке точнее. Я уверена, что это из-за юпи, это из-за воды. Поэтому я очень удивляюсь комментариям под прошлым видео, которые писали: да я добавила туда пол-бутылки воды и пол-бутылки меда, у меня все отлично застыло. Я уже делала подобное, и у меня ничего никогда не застывало. Такая же тема, я готовила этот инвертный сироп. Вот тот рецепт, который я вам сейчас оставила, это идеальный рецепт. Ну, вы видели, да, прекрасно, как из бутылки все выдавливается. До этого я готовила, наверное, рецептов 6-7. Я смотрела в интернете, просто в гугле, да, на ютубе. И у меня получалась вот такая вот шляпа. Я вам вставлю видео, да. Это я готовила очередной инвертный сироп. Он у меня лежал 5 суток вроде бы в морозилке и нифига не застыл. Тут что-то какая-то похожая байда, да? Это из-за юпи, это из-за воды, которая здесь добавлена. Поэтому я вам не советую туда все-таки добавлять воду. Или хотя бы в таком большом количестве. Или я хрен знает. Или я хрен знает почему. Оно за 2 дня ни хрена не застыло. Ну что, у меня прошло еще больше суток. И давайте достанем красную бутылочку. Достанем и посмотрим. Одной рукой очень удобно. Сейчас, ждите. Так, ну что?
Ну, как можете заметить, ни хрена. Она не заморозилась. Как вы поняли, 3-я и 4-я бутылочка у нас поменялись местами в дегустации, да? Но вот эта бутылочка голубая, синяя, зеленая, у меня на зеленая, у вас на голубая, мне очень нравится. И я уверена, что тут все пойдет по плану. Если я смогу ее открыть. Помогите. Я одна дома, мне никто не поможет. О, спустя 10 минут у меня получилось. Ладно, прошло меньше минуты, конечно. Так, открываем. И, пожалуйста, пожалуйста, выдавливайся нормально. Пожалуйста, прошу тебя. О, отлично! Тут у нас, как вы помните, мед и инвертный сироп. Посмотрите, как идеально! Какая идеальная бутылочка у нас. Оп, смотрите. Давайте в обратную сторону. Я не знаю, я когда отвлекаюсь от камеры, да, смотрю на бутылочку, не понимаю, что происходит. Блин. Вот эта форма. Все, знаете, сбалансированно, я бы так сказала. Я, кстати, забыла про оценки. Инвертному сиропу, сахарному сиропу, карамели в бутылке я ставлю 10 из 10. Так, этой штуке, так как она у меня не застыла, но она вкусная, но она не застыла, я ставлю 5 из 10. В жопу ее. Этому я ставлю 10 из 10. Но мне кажется, что все-таки самое вкусное это просто карамель. Ее бы я покрасила. Тут бы я уже поэкспериментировала. Возможно, нужно в эту баночку налить, наверное, у меня было налито вот столько там жидкости, да, в красной. Но, возможно, надо вот налить вот столечко жидкости, прям вообще капелюшечку, и тогда все застынет. Поэтому экспериментируйте. Я надеюсь, мое видео было вам полезно. Вы максимально все поняли, но если у вас все-таки остались еще вопросы, то пишите в комментарии. Я отвечаю всем комментариям. Или иногда мои любимые подписчики, солнышки, зайчики, тоже отвечают вам в комментариях. Помогают отвечать мне, вам в комментариях. И не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео. И подписываться на канал. Кто подпишется на канал, будет самый лучший человечек на этой земле. Без шуток. И нажимайте кнопку колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале Олеся Лойс. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. И всем пока! Пока!